Беспроводные наушники, которые имеют стильный дизайн, качественную сборку, бокс с беспроводной зарядкой, время автономной работы до 50 часов вместе с боксом, 10 часов на одном заряде наушников, кодек LDAC для воспроизведения музыки в высоком качестве, активное шумоподавление с адаптированным режимом, режим прозрачности, 6 микрофонов для четких звонков, технология Hear ID, 22 предустановки для звучания. Это только малая часть того, что можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Anker Soundcore Space A40. Но как же на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель стандартной для Soundcore коробки. Выполнена она в синеватых тонах, на ней есть изображение модели и краткая информация с основными фишками. В комплекте мы имеем бокс, наушники, подробное руководство, кабель для зарядки с USB-A на USB-C и набор силиконовых амбушюр неплохого такого качества, однородных, разумеется. Бокс без наушников весит 48 граммов, один наушник весит 4,8 грамма, габариты бокса небольшие, 67 на 43 на 28 мм. Наушники в размерах 20 на 21 мм, звуковод круглой формы, он имеет выступ для удержания амбушюры и металлическую сеточку. Его размеры 5,7 на 2,6 мм. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 6 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Условия конкурса всегда в описании. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи, нас там 14 тысяч человек, и телеграм-канал скидок, нас там уже 82 с лишним тысячи человек. Размещаю только интересное и полезное. А самое полезное, разумеется, это поиск. Всегда в поиске название модели вбили и посмотрели, сколько она стоила в то или иное время. Плюс я практически на все, что постю, делаю обзоры. Все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме. Всем, кто оставит любой комментарий под этим видео больше 5 слов, огромное спасибо, вы помогаете проекту. В продаже есть 3 расцветки этих наушников: черная, синяя и белая. Дизайн бокса интересный, выглядит он как капсула. Изготовлен бокс из матового пластика, на корпусе расположили LED-индикаторы, в выступе для удобного открытия крышки, логотип, разъем Type-C с кнопкой для сопряжения. Шарнир пластиковый и крышка в открытом состоянии фиксируется. Внутри расположили 2 места под наушники с 2 контактами для зарядки, в каждом маркировку, разумеется, left и right. Извлекать наушники из бокса удобно. Изготовлены сами наушники из глянцевого и матового пластика. Материалы марки и дизайн наушников привлекательный, выглядят они аккуратно и стильно. Сборка данной модели хорошая, посадка плотная, из ушей выпирают не сильно. Дискомфорта при длительном прослушивании музыки и играх я лично не обнаружил. На корпусе есть 2 контакта для зарядки, по 3 микрофона на кап. Из тапов на борту плей-паузы, переключение треков, вызов голосового помощника, ответ-сброс вызова, переключение между режимами, работа, регулировка громкости и включение-выключение режима низкой задержки. Одиночное нажатие на борту, но хорошо, что его можно выключить в приложении, потому что, опять же, у кого-то ложные нажатия с шапкой-то будут. Настроить нажатие возможность есть, но придется выбирать, какие команды ставить, а какие отключить, так как полный список команд одновременно использовать нельзя, но все равно их много, как вы видите, аж 3 варианта на каждый наушник. При нажатии наушника они откликаются хорошо, команды сопровождаются приятными системными звуками. Оснащены наушники 10-мм драйверами с двухслойной мембраной, активный шумодав на борту, он имеет адаптивный режим, что очень хорошо, а также 3 готовых режима. ANC показал себя хорошо по сравнению с ANC у других наушников в этой же ценовой категории. Молодцы. Режим прозрачности также на борту с 2 режимами. Разговаривать с собеседником, не снимая наушники, удобно, раздражающих звуков я не обнаружил, но звук все равно не того качества, которого бы вы ожидали услышать. Мультипоинт на 2 устройства на борту отдельно включается. Разумеется, для того, чтобы его активировать, необходимо отключать кодек LDAC. Датчики автопаузы есть, работают хорошо. Емкость аккумуляторов наушников не указана, как и самого бокса. Полный цикл зарядки бокса занимает 1 час 20 минут, а наушники заряжаются до 1 часа. Беспроводная зарядка бокса есть, и это удобно. Саморазряд у бокса я не наблюдал. Наушники отыгрывают спокойно часов в 9 на 75% громкости лично у меня. Опять же, не по кодеку LDAC, а по обычному. С боксом данная пара может прослужить до 45 часов. 10 минут подзарядки бокса дают 2 часа 20 минут прослушивания музыки в тех же условиях лично у меня, что очень даже хороший показатель. Водонепроницаемость только ушей, рейтинга IPX4 и, как по мне, учитывая цену, могли бы класс защиты получше сделать. Для полноценной настройки девайса необходимо установить приложение Soundcore. В приложении на главном экране мы видим заряд наушников, не в процентах, что фейл. Ко всему заряд бокса не отображается. Далее есть регулировка шумоподавления, режима прозрачности, настройка тапов, кастомный эквалайзер, на который они не особо хорошо откликаются, если не сказать вообще не откликаются, особенно на высокие. Стандартно для Soundcore много хороших предустановок и Hear ID. Hear ID — это индивидуальный профиль. Также в приложении можно включить режим защиты от шума ветра, по всей видимости, для звонков. Далее можно
настроить автоотключение и обновить прошивку. Мне, к слову, обновление уже 2 раза прилетало отдельно на кодек LDAC, потому что если вы его, допустим, не используете, следующую 4-ю версию вам приложение не будет предлагать скачивать. Bluetooth версии 5.2 не последний из кодеков на борту SBC и AAC, а также кодек высокой четкости LDAC. Но разницы между обычным кодеком и LDAC у данной модели в плане звука я практически не обнаружил. Это не значит, что она плохо звучит, но разницы почти нет. Через одну стену не отваливались, как и через 2 стены. Задержка на YouTube незаметна, как и в целом в играх с включенным режимом низкой задержки. Играть очень комфортно. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с технологией шумоподавления на базе АИ справляются с задачей не совсем мрачно. Перегруз присутствует, но не сильные примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных наушников А40 в магазине. На магазине очень разговаривать. Пример работы микрофонов А40 анкеров. Легкий ветер, прям минимальный. Нулевой фактически трафик на дороге. Вот так, если вы будете спокойненько прогуливаться где-нибудь а-ля в тишине, вас будет слышать собеседник даже в наушниках без ножки. То есть по мне микро неплохие. Вот сейчас ветер очень сильно задувает, я его прям слышу. Вполне возможно, слышите его вы. Насколько хорошо слышно меня, можете оценить сами. Ну и, разумеется, тест микрофонов на балконе. Вот так вы, если решите дома разговаривать на балконе с кем-то, и вам никто не будет мешать, то примерно так вас будут слышать собеседники. То есть вы сможете говорить в голос, возможно, где-то будет развиваться ветер, но в целом примерно вот так микро отрабатывают. Нравятся мне анкера, пусть даже без ножек, хотя я уже привык к ножкам. С одной стороны это плохо, с другой стороны хорошо, шапка не мешает, если нужно надеть шапку. Пример работы микрофонов А40 в машине. Ну, вот так, если вы будете ехать, параллельно разговаривать с включенным кондиционером, вас будут слышать собеседники. Плохо не скажу, хорошо не скажу, вам всегда оценивать, насколько хорошо или плохо отрабатывают те или иные микрофоны. По мне, неплохо работает. В стоковом звучании запаса громкости более чем достаточно. Звучание данной пары приятное, ко всему даже на 100% громкости, низкие частоты звучат без искажений. Бас упругий, глубокий и средний бас в наличии, как ощущение многослойности. Середина с отличной проработкой, высокие звучат отчетливо. Звучание сбалансированное, детальности звучанию более чем достаточно, опять же, учитывая, что это вакуумные затычки. Инструментал различим. Данная пара, как по мне, звучит отлично за свою стоимость, но великолепным звуком я бы это не назвал. Просто хорошо, если LDAC допилят, то тогда будет волшебно. Из минусов: нельзя включить одновременно все команды для управления, кодек LDAC по факту бесполезен, нерабочий кастомный эквалайзер, класс защиты от влаги вообще не соответствует цене, ну и микрофоны не отрабатывают прям супер круто. Цену можете посмотреть по ссылке в описании как в России, так и за рубежом. Если промокоды смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Нас там уже 82 тысячи, подписывайтесь, и на телеграм-канал взаимопомощи тоже. Еще раз напоминаю всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо, вы нам помогли. Резюмирую, беспроводные наушники Anker Soundcore Space A40 показали себя хорошо. Не скажу, что я в восторге, так как в некоторых моментах цена не оправдывается, опять же, учитывая другие модели, других производителей, да и этого тоже, потому что у меня даже был топ-10 анкеровских наушников на канале, к слову. Как по мне, A40 имеют хорошее звучание, удобное приложение, отличное время автономной работы. Ко всему они выглядят великолепно. Подписывайтесь на канал с колоколом, ставьте лайк за труды, девайсу однозначное да, добра и удачи вам, дорогие друзья.